И в квартире становится более прохладно, и на улице уже прохладно. Вот этот момент самый лучший момент для выпуска цветоносов. И нужно помочь орхидеям, чтобы они не только выпустили цветоносы, но и сформировали бутоны и расцвели. И вот это самое лучшее удобрение, ну, я так считаю, это мое личное мнение, для поддержки орхидей. В нем нет азота, в нем только фосфор и калий в еще больших количествах. И этим удобрением я продолжаю поливать до распуска первого бутона. То есть фосфор и калий, особенно калий, очень нужен орхидеям для цветения. Все это орхидея усваивает и использует. Сейчас расскажу, что нужно для зимнего цветения и на какие удобрения мы переходим осенью. Добрый день, друзья! Давайте сегодня поговорим об удобрениях орхидей осенью. Я вам недавно рассказывала, что летом я пользовалась удобрением азофоска, в котором азота, фосфора и калия 16, 16, 16. Но кто-то пишет процентов, кто-то просто указывает вот такие числа. Это удобрение без микроэлементов. И я старалась это удобрение чередовать с такими удобрениями, в которых есть микроэлементы. Например, вот это универсальное удобрение. Есть еще вот такие удобрения фертика. Есть удобрения растворин, акварин. Это все минеральные удобрения. И вот вы можете посмотреть на состав этих удобрений. Помимо азота, фосфора и калия, здесь еще есть микроэлементы. Микроэлементы обязательно нужны растениям. Вот на фертике вот эта желтая часть, это тоже написано все микроэлементы. Не знаю, будет видно или нет. Вы знаете, что для здоровой жизни растений и наших орхидей в частности, микроэлементы тоже очень нужны. Например, железо нужно для того, чтобы не было у орхидей хлороза, темных пятен. В общем, все микро- и макроэлементы, которые мы вносим с поливом, все это орхидея усваивает и использует. Сейчас расскажу, что нужно для зимнего цветения и на какие удобрения мы переходим осенью. Но хочу вам показать орхидею Монако. Помните, я вам рассказывала, что я в этом году пересаживаю орхидеи летом. Вернее, даже не летом, а начала с зимы и до сих пор пересаживаю, потому что моим посадкам 6-7 лет, и нужно обязательно пересаживать орхидеи. Вот две орхидеи, которые пересажены были весной. Летнее цветение не обильная. Вот Монако зацвела всего на 3 цветочка, хотя всегда цветет на 8-10 цветов. Но это лето. А вот эту орхидею, прямо хочу вас спросить, может быть, кто-нибудь знает название этой мультифлоры? Посмотрите, какая необычная мультифлора. Во-первых, лепестки восковые. Цветет она раз в 2 года. Сейчас поверну другой стороной. Все цветы разные. Ну, цветы-то одинаковые, крапинки на них разные. Посмотрите, как интересно. Начинается с большей фиолетовой части, и потом, ну, в белое совсем не уходит, но все равно цветы становятся более светлые. А еще у нее очень приятный аромат. Хотя это не парфюмерная фабрика, никаких крапинок на листьях нет, но она очень ароматная. Стоит у меня наверху, и когда я захожу в комнату, я слышу ее терпкий
аромат. Мне очень нравится. Но название я так и не узнала. Но цветет действительно раз в 2 года. И вот это летнее ее цветение меня очень радует. Так что же нам сделать для того, чтобы нас не только летом радовали своим цветением орхидеи, но и зимой? Для цветения орхидеям нужен обязательно калий. И я приобрела вот такое удобрение. Здесь еще есть азот, фосфор и калий. Азота совсем немного, всего 10%. И в конце августа я сделаю один полив вот этим удобрением. 1 грамм на литр. Я все удобрения использую 1 грамм на литр. И этими удобрениями я буду поливать все свои стеллажи, кроме одного, где я продолжаю эксперимент с поливом аминосилом. Почему я первый полив делаю еще с азотом? Ну, во-первых, у нас и в сентябре еще лето, поэтому они продолжают еще расти. Но фосфор дает рост корней, а калий как раз-таки очень нужен для цветения. И после того, как я сделаю по таким удобрениям один полив, я перехожу на удобрение монокалий-фосфат. В нем нет азота, в нем только фосфор и калий в еще больших количествах. И этим удобрением я продолжаю поливать до распуска первого бутона. То есть фосфор и калий, особенно калий, очень нужен орхидеям для цветения. И если вы начнете удобрять свои цветы в тот момент, когда будет разница температур, ну, например, у вас еще не включили отопление, и в квартире становится более прохладно, и на улице уже прохладно, вот этот момент самый лучший момент для выпуска цветоносов. И нужно помочь орхидеям, чтобы они не только выпустили цветоносы, но и сформировали бутоны и расцвели. И вот это самое лучшее удобрение, ну, я так считаю, это мое личное мнение, для поддержки орхидей во время роста цветоносов и формирования бутонов. Я о нем уже не раз вам рассказывала и считаю, что оно работает всегда просто замечательно. Совсем недорогое. У нас полкилограмма стоит около 200 рублей. Но если нет именно такого удобрения, ищите удобрения с большим количеством калия. Это как раз будет для цветения орхидей. Ну что, всем вашим орхидеям обильного зимнего цветения. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.